продолжаем наши обзоры, продолжаем знакомить вас с теми сделками, которые мы делаем, анализируем, и впоследствии они являются для нас как обучением, как прокачкой, так и некоторым доходом. Ну, а основную деятельность у нас ведет инопланетный гость, это он экспериментирует со сделками, как мы придем и как скоро мы придем к удвоению депозита. Ну и сейчас, конечно, он расскажет, почему это не финансовая рекомендация, и покажет, в каком состоянии его сделка. Да, большое спасибо за все, что ты рассказал про меня. Конечно, наш эксперимент мы начали 17 апреля. Все это было сделано, во-первых, для того, чтобы отработать наши те трейды и вообще ту науку, которую мы изучали в отдельной школе, попрактиковаться, отдисциплинироваться и, конечно же, поделиться нашими обзорами и аналитикой. В основном аналитику делает наш любимый робот с вами по рынку, по основным монетам, а также по монетам, которые мы торгуем. Торгуем мы на Bybit. Если вас интересует, как зарегистрироваться или что это значит, и как туда попасть, и как приобрести криптовалюту, а также и трейдить, то, конечно, вы всегда можете обратиться к нам. И сегодня у нас 2 июля 2025 года. Мы все делаем в онлайн-режиме, кроме воскресенья. В воскресенье отдыхаем. Ну и те зрители, которые нас периодически смотрят, знают, что я зашел в понедельник вот в эту сделку. Точка входа у меня была 13,3. Рынок пошел, к сожалению, не по моему прогнозу. То есть я думал, что он пойдет вниз, а он пошел вверх. И вот вчера мы общались с дорогим роботом. Он тоже посоветовал прикрыть хотя бы 50%, но я это не сделал. Все еще сижу в этой шортовой сделке. И в данный момент у нас цена колеблется в районе 13.18. Под торговую параллельно магикам неплохо получается. Получается сделать как раз 1% в день. Возможно, ты поступил верно, не выходя из сделки, но покажет, будущее покажет. Сегодня вышли данные хуже ожиданий по занятости, и, может быть, каким-то образом завтрашние данные тоже повлияют на рынок. А я открою, попробую посмотреть, что день грядущий нам готовит, как говорится, и заодно вместе разберем, какие вероятные сценарии могут произойти на монете Link, на монете Magic, биткоин, что нам готовит и так далее. Я открыл Link на дневном таймфрейме. Мы видим, что некое подобие флага, да, здесь флагшток, здесь у нас такая консолидация, которая сейчас зажата, на мой взгляд, между вот этими двумя линиями. И перейдя там на 4-часовой таймфрейм, мы можем посмотреть, что была попытка пробить линию, которая ниже. И тогда, вот здесь, если бы цена подтвердила выход вниз и пошла еще ниже, тебе бы повезло и отработала бы сценарий вот такой. Я надеюсь, видно, что я тут прорисовал. Вполне возможно, что отрабатывает сценарий вот этот, и нужно будет тогда уже следить за верхней вот этой вот линией, которая прорисована у меня зеленым цветом. Но в любом случае мы с тобой еще вчера говорили о том, что у нас вверху есть нисходящая трендовая, которая зачастую тоже является, скажем, таким упором для цены, и, как правило, происходит борьба в районе этой трендовой, потому что ее видим и прорисовали не только мы, а многие, кто, пусть она там даже у меня не 100% точно нарисована, это все такие условности графического анализа, но, тем не менее, где-то здесь будут пытаться тоже совершать продажи, и, возможно, на этом отскоке тебе удастся опять же отыграть тот сценарий, которого ты ожидаешь. Это мы увидим чуть позже. Вернемся к Magic. Magic достиг своей такой довольно низкой отметки, но до моей цели 11 он не достал. И поэтому я тоже продолжаю находиться в позиции, но уже мне больше нравится, во-первых, потому что я ее поделил пополам, и не так рискованно, и моя лонговая позиция на данном этапе будет больше, нежели шортовая. И поэтому в случае, если мы пойдем или когда мы пойдем выше, а здесь все собирается в такую интересную кучку на часовом таймфрейме, кто знает W, обычно это такой, скажем, паттерн, который отрабатывает вверх. И здесь, как минимум к этому W, у меня есть условный выход, вот такая у меня была линия поддержки здесь, которую я обозначил оранжевым, да, и если мы сейчас здесь строим консолидацию, либо же закрепляемся и уходим отсюда, то этот паттерн W
отработает. И отрабатывает он, как правило, ну, кто знает, те знают, кто не знает, на высоту вот этой вот первой ложбинки. Ну, и если мы ее сейчас возьмем и Так, не совсем так. Перенесем ее сюда, над оранжевой линией, то можно попробовать построить цель, и цель это будет там, ну, вот у меня здесь линия часовой торговли где-то в какой-то из вчера-позавчера дней. Вот такой вот простенький анализ я провел, и вполне он может быть отыгравший. И тогда, если он отыграет, у меня будет вот такой сценарий. Если мы пройдем ниже этой линии и закрепимся, то отыграет вот такой сценарий. Ну и мы всегда рассчитываем на два сценария с короткими стопами, и тогда у нас невысокий риск. При торговле всегда 1 к 3. Мы знаем это золотое правило. Мы всегда будем в прибыли, даже если наши сделки будут успешными 50/50. Я говорил об арбитруме, что я в последнее время за ним наблюдаю. Как видите, я вышел очень удачно вот в этой сделке. Сейчас нахожусь в лонговой. И жду четкого закрепления над этой оранжевой линией, дабы усилить свою позицию. Ну, естественно, наблюдаю за биткоином, к которому мы сейчас и перейдем. Хотя арбитрум ходит больше за эфиром, который мы тоже слегка коснемся и разберем, что на нем происходит. Вот такая красивая история. Мы вчера говорили о том, что поднимаясь над вот этой прерывистой зеленой линией, если мы закрепимся, построим какую-то базу, то мы как минимум будем идти вот до этой, опять же, как я говорил, до остановки на линии нисходящего трендового уровня. Да. На дневке это будет, конечно, получше видно. У нас есть тут всякие зарисовки, которые нам мешают. Я могу их убрать сейчас пока. Но что мы видим? Мы видим, что у нас была такая вот нисходяшка, которую мы сейчас будем пытаться пробить. И ну, новостной фон этому способствует. Пора, индекс падает, волатильность ниже некуда. Я сегодня опять проводил анализ и рассматривал и 17-й год, и 20-й год, когда наша волатильность уходила ниже этого уровня 4,2. Мы уже об этом говорили вчера. Как правило, был рост волатильности после этого на откате, и всегда это было, практически всегда это было рост биткоина. Поэтому, скорее всего, мы на пороге того, что будем немножко пробовать пробить наши прошлые максимумы на биткоине. Но это не точно. Пока мы говорили, уже биткоин дорос до 108 и превышает эту отметку, поэтому, возможно, я сейчас окажусь прав, что мы пойдем расти дальше и начнет расти волатильность. Ну и тогда, раз уж я сказал о биткоине, об эфире, давайте посмотрим на то, что происходит на эфире. На эфире тоже была попытка подтверждения выхода ниже этой базы. Она, скажем так, еще не завершена, и мы снова пробуем протестировать низ этой базы вот этой вот сегодняшней дневной свечой. Вчера было все ужасно-ужасно, сегодня все зелено-зелено. Вот такая вот определенная неопределенность у нас есть в этом моменте. Поэтому будем наблюдать. У нас есть четко вот уровень, который мы можем пробить или не пробить. И в таком случае мы всегда рисуем, как правило, два сценария. Как недавно мы рисовали на Мэйджике и на Линке. Точно так же мы можем здесь прорисовать, закрепившись здесь, мы можем пойти вот так. Вверх я обычно рисую зеленым. Закрепившись вниз, мы пойдем где-то вот так. Спасибо тебе за такой детальный обзор и анализ. Ну и встретимся уже завтра, посмотрим на отработку всех наших прогнозов. До новых встреч, друзья!